хочет увидеть этот бэтл? Здесь команда Predators и команда Top 9. Прежде чем мы начнем, хотел бы сказать спасибо этим двум командам за то, что на протяжении не одного десятка лет служат примером того, какими должны быть команды в наших странах. Презентуют, забирают мировые кубки, держатся вместе, несмотря ни на что, организовывают фестивали, вдохновляют молодые поколения своим примером, сохраняют традиции. Кто очень хочет увидеть этот бэтл? Топ-9 исполняется 20 лет. Это очень солидный возраст для бибойской команды. В мире вообще мало брейкданс-команд, которые бы существовали так долго, и еще меньше тех, кто продолжает активную деятельность. «20 лет – это хороший повод, чтобы оглянуться назад и посмотреть на то, что было сделано. Топ-9 — это команда, которая практически все, что сделал отечественный брейкинг на мировой арене, сделала первой. Можно сказать, что история Топ-9 — это история российского брейкинга. Спасибо! Сейчас мы узнаем решение судей. 5, 4, 3, 2, 1! Становятся победителями Ялта Summer Jam 2021. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Весь этот сегодняшний насыщенный день, вечер. Я когда начал танцевать, это было между двумя эпохами, между двумя, так сказать, волнами. То есть волна первая — это была 80-е и начало 90-х. Потом вот было затишье такое, мертвое время, тишина полная. И конец 90-х, начиная с 90-го, наверное, 8-го, начала появляться новая волна. А я попал как раз между. Даже есть фотография 97-го года. На ней запечатлены все бибои того периода, существовавшие в городе. Это 11 человек. Больше и не было. Я, Бешеный и Леха, Алекс Эй. Мы сразу собрались в такой коллектив, и мы назвались Клинчмастер. Короче, мы команда Клинчмастер. Молодая, но прогрессивная. Начали заниматься год назад. Ничего себе! Слабоват, парень. Кошмар! Я тебя не слышу, нажми кнопку. Время куда быстрее болида Формулы 1 летит. Вроде бы надо, но неохота никуда спешить. Остановить бы часы сменной скорости цифр. Работа не волк, в лес не убежит. Держи, держи, равновесие на вираже. В начале 90-х уже хоронить брейкданс начали. Ну, тогда вот такое разгуляй поле же началось, как бы, вот начало 90-х. В принципе, команд как таковых не было. Мы как динозавры оставшиеся. Состав Jam Style Crew питерский и W Crew московский. И мы решили объединиться. Наша тройка переехала в Москву. Клип «Вы хотели пати», он изначально был задуман как промо-ролик. Только-только тогда открылся канал MTV. Мы принесли данное видео, оно зашло. Считай, с тех времен весь совок затанцевал именно брейкданс. Когда я видел бибоев, Jam Style Crew, то есть я видел на региональном телевидении, как они очень круто танцевали, я очень зарядился, все побежал сразу же в зал, начал тренироваться очень плотно. Постепенно, естественно, появлялись ребята, которые захотели тоже совместно танцевать. Мы создали команду «Реактив».
к чему-то, какой-то атаке, ну или дать отпор, понимаете? И до занятия брейком я занимался карате. У меня папа тренер. Я тренировался и проводил время на улице. И постепенно я начал вовлекаться в хип-хоп культуру. Танец, вдохновение его везде. Вы артисты. Вы должны свой танец немножко делать фантастическим, понимаете? Не важно, что вы танцуете. Дайте фантастику, хорошо? Команда «Реактив» — это моя первая команда. Мы жили в одном районе. Юго-Запад для меня — это как мекка хип-хопа, это как Саут-Бронкс в Нью-Йорке, Южный Бронкс — это Юго-Запад. Прям был пропитан район хип-хопом. Я помню, приезжал на север куда-то или еще что-то, я слышал, что там другие совершенно движения, ты там мог получить за свои штаны или что-то еще, а вот на Юго-Западе более-менее все было спокойно. Хип-хоп там хорошо себя утвердил, так сказать, на районе. Вот, это было приятно. Мы начали набирать обороты, участвовать на батлах, выступать на различных мероприятиях. И постепенно мы начали дружить с командой «Клинчмастер», с Master BK. За все время существования «Клинчмастер» мы поучаствовали в то время на всех малочисленных фестивалях. Также команда «Клинчмастер» участвовала в шоу «Дельфина». Есть клип «Я буду жить», вот там нас хорошо видно. Позже Master BK покинул Jam Style Dabugi по своим личным причинам и присоединился к команде «Клинчмастер». И таким составом мы ездили с «Дельфином». Я уехал из Москвы, но идеей всегда было что-то куда-то двигаться, именно делать какой-то продукт. Ну а с кем еще делать, если не с «Клинчмастером»? И триатлон это был неким продолжением того, что мы делали Jam Style Dabugi. Триатлон — это мальчуковый вокально-танцевальный ансамбль, где танцуют брейк и читают попсовый рэп. Честно говоря, мне это было не очень по душе, потому что я привык к другому направлению хип-хоп музыки. «Клинчмастер», они были старшими товарищами, на которых мы равнялись. А Master BK это был как аватар какой-то. Он делал акробатику, и пауэр-мув, и стайл. Он не был просто танцором, был уже артистом. Тогда не такое количество бибоев было, как сейчас. Тогда их на всю Россию более-менее танцующих, работающих ребят, ну, человек 50 наберется. Поэтому друг друга все знали. Еще что связало вот эти даже два коллектива, практически этим же составом мы плясали на улице, на конюхе. «Реактив», «Клинчмастер», там еще каких-то пару персонажей. Для меня вот не знаю почему танцы на улице были важнее, чем выступления на какой-нибудь большой сцене. Это же пришло все с улиц, хип-хоп культура, брейкинг, там, МС, там, да, диджейнг, граффити. Когда на Конюшенной улице мы танцевали все время, это меня всегда заряжало. За денежку, там, коробка у нас, магнитофон вообще, зритель. Ну, естественно, я еще брейкдэнс любил из-за того, что брейкдэнс нравится девчонкам. Один из первых чемпионатов мира называется Battle of the Year. Он с 90-го года данное мероприятие проводится. Мировой финал Battle of the Year тогда проходил в Германии. Перед этим в каждой стране проходили отборочные этапы, чтобы лучшая команда от страны могла поехать на чемпионат. Первый отборочный на Battle of the Year в истории России был назначен на осень 2001 года. Нужна была команда, представляющая город Санкт-Петербург. В среднем в полноценной команде должно было быть 6-8 человек. BK и «Клинчмастер», 4 человека в «Реактиве», тогда как раз там 4 или 3 человека. И мы решили объединиться командами «Клинчмастер» и «Реактив». Вот и получилось. Пашка Бешеный, я, Леха, Алексей, Вольт, это вот «Клинчмастер» и я. И «Реактив» — это Скотч, Симпсон, Дима Резкий.
И еще мы решили пригласить в коллектив двух молодых перспективных ребят – Игоря Дискоти и Антона Тони Рока. Тогда он был Умка. Когда мы начинали брейкинг, все мероприятия, все, что мы видели, это было как футбол, то есть команды. Ты тренируешься, типа, и ты должен быть с кем-то в команде, в своей, типа, крю на районе или еще где-то. На Battle of the Year даже в афишах, в плакатах написали как клинчмастер. Но я уже понимал, что нужно более понятное для обывателя название. Мы поехали после репетиции отдыхать на Финский залив, купаться, там, попрыгать акробатику на песочке. Вечер, закат, мы едем в электричке обратно с Финского залива. И уже время поджимает, надо название коллектива. Как назвать, там кучу разных названий. Я предложил, так как нас было 9 человек, назвать нас топ-9. Лучшая девятка, лучшие 9 участников. Это были самые сильные танцоры на тот период в Санкт-Петербурге. Это Battle of the Year! Первым мероприятием, важным для топ-9 в том году, был отбор на боте, который проходил в Москве. Участники должны были показать шоу. По результатам этих шоу отбиралось 4 команды. Самые 2 лучших шоу участвовали за первое место в баттле, и оставшиеся 2 команды участвовали в баттле за 3-е место. Мы выступали первые и сразу, как оказалось, задали планку. Мы еще таки переживали, первыми, ну так, тяжеловато. А тут что-то смотрим следующее шоу, да что-то так себе. Бики был у нас вожак. Он очень много, конечно, нас дрессировал, потому что у нас был такой фривольный, свободный достаточно стиль. А он именно поставил определенную дисциплину. Мы должны были в зал приходить, заниматься. Так как у нас была дисциплина, и Бики нас всех держал в ежовых рукавицах, мы подготовились и были на голову выше других. Мы заняли первое место на этом отборочном и выиграли поездку в Германию. И это была первая поездка в моей жизни за границу. Welcome to the Battle of the Year 2001! Battle of the Year для нас это было как какая-то мечта, как какая-то цель, вершина, куда ты хочешь попасть. Даже не то, что выиграть, а просто попасть. Мысли выиграть даже не было. Это был самый-самый крупный чемпионат, на который хотели попасть все бибои со всего мира. Для нас это было, конечно, космическое путешествие. 10 тысяч человек, огромный зал. Это все танцоры, это все хип-хоперы, это все люди, которые понимают, что это брейк, что это хип-хоп. Сейчас мы потанцуем. Они еще молодые все, там у нас в половине команды там 15-16 лет. И очень было весело наблюдать, как они стремаются. Как только мы вышли на сцену, у меня просто вокруг туман был, голова закружилась, забыл, как делать, какие синхроны, что в какой последовательности. Каким-то чудом как-то собрался, но все равно все это было как во сне. На сцену выходил, было очень страшно, и шоу, которое длилось то ли 7 минут, то ли 6, оно пролетело просто как секунда. Бац, вышел и ушел уже, все, машешь руками, всем пока. На тот момент, естественно, мы ничего толком не заняли. Мы, по-моему, где-то в хвосте там заняли то ли 15-е какое-то место. Зато для нас эта поездка была очень важна тем, что мы увидели, как крутые бибои тренируются. И через год приехали уже вообще на другом уровне абсолютно. Сейчас молодежь не представляет, как мы жили в те годы, как мы занимались и как мы тренировались. Сейчас, чтобы научиться, ты можешь открыть обучалку в интернете.
то время это были исключительно ВХС-кассеты. Лицензионные кассеты приходили с запозданием на 1 год, а в глубину России туда это могло быть 2 или 3 года. Кассета передавалась из рук в руки, обменивалась, иногда бывала одна кассета на 20 кассет каких-нибудь обычных просто фильмов. Очень часто старшие танцоры вообще зажимали, не давали, не делились. Но, тем не менее, за счет этого у нас была правильная оценка и вдохновение от просмотренных материалов. Мы приехали в Россию и решили опять готовиться, конечно же, к 2002 году. Появились такие персонажи, как Комар, Димка и Коста. Самый молодой наш участник был на тот период времени, ему 14 лет было. Мой посыл сегодня о скучности. Я не люблю скучную жизнь, я не люблю скучный брейк, я не люблю скучных людей. Поэтому сейчас еще одна концепция для того, чтобы не быть скучным на танцполе. Ломайте ритм. Попробуйте, теперь ваше время. Я очень люблю музыку. Именно музыка движет мной в танце. Я занимался спортом до брейка ушу, мастер спорта по ушу я. Но когда увидел брейкинг, то я понял, что это именно то, что мне нужно, потому что здесь была и спортивная составляющая, и музыка. Так сложилось, что я жил в 100 метрах от зала, где тренировались топ-9. Путь от моей комнаты до дверей зала составлял не более 2 минут. До вступления в команду топ-9 я был учеником ее участников. Сначала Паши Бешеного, а потом Симпсона. С момента моего вступления в топ-9 я коллекционирую все, что связано с командой. Флеера, брошюры, плакаты, даже браслетики, проходки на тусу. Я стараюсь сохранить каждую деталь путешествия на баттл. С некоторых поездок у меня даже сохранены посадочные талоны на самолет и билеты на поезда. Некоторым флеерам и плакатам уже более 20 лет, и отношусь к ним как к музейным экспонатам. Каждый флаер и плакат – это произведение искусства, в котором применялось граффити, стрит-арт, дизайн. Прикосновение к этим флеерам и трофеям мысленно возвращает меня в то время, с которым связаны эти вещи. Вот. Боти 2002. Он проходил в Москве. Отборочный на Battle of the Year в Германии. Это был мой самый первый баттл с командой топ-9. Мы прошли отбор на российском Battle of the Year, выиграв у команды All the Most. У нас были тогда плохие отношения друг с другом. Такая конкуренция свирепая. Мы не общались, просто как люди, мы только батлились. Сама поездка в Германию на крупнейший чемпионат по брейкингу открыла мне глаза. Я увидел огромное международное хип-хоп сообщество и почувствовал себя его частичкой. Мы выступали последними, и перед нашим выступлением уставшие зрители начали расходиться. Но с первыми секундами шоу мы заставили всех вернуться и досмотреть его до конца. Феерическое шоу у нас получилось. Мы туда всего, вообще весь цирк туда напихали. Шоу смотрелось на одном дыхании, зал весь на ушах стоял после шоу. Ну, мы так, круто, хорошо выступили. Кто-то уже пошел к сцене смотреть, кто-то в кругах танцевал. И бац, нас объявляют. Типа, русские топ-9 против Deep Trip команды в баттле. Такие все, что? Сейчас будем биться. То есть никто не ждал. Вольт еле успел потом добежать, когда уже стали на площадку выходить уже для баттла.
Такой настрой, легкая дрожь такая. Выходишь на сцену такой, думаешь, ну все, ты в батле. Вот оно, батл за 3-е место. К 2002 году мы полностью обновили арсенал фишек, арсенал рутин. Мы за этот год натренировались так, как некоторые люди за 5 лет не натренировываются. Фишка в том, что в России, так как команд, может, не очень много было, у нас до 40 минут батлы были, а здесь 15 минут. И мы начали скромненько, а время-то идет. Мы под финал только раскачались и начали уже давить швейцарцев. И когда Трикс объявил, что осталось 2 минуты, мы такие... Что случилось? Почему 2 минуты? Мы только разогрелись. Да ладно. В результате мы заняли 4-е место. Выйти в лучшую 4-ку из 2 десятков стран в то время это была настоящая сенсация. Бау! Для нас это был как эффект такой разорвавшейся бомбы. В России о нас стали говорить, стали понимать, что есть, оказывается, еще чемпионат мира по брейк-дансу. Мы представляем страну. Есть место, которое неразрывно связано с историей Топ-9. Это зал подросткового клуба «Ровесник» на улице Котина на юго-западе Санкт-Петербурга. В этом зале бибои тренируются с 1998 года до сегодняшнего дня. И он долгое время служил главной тренировочной базой Топ-9. Этот зал, можно сказать, наш второй дом. Зал очень поменялся, конечно. Изначально там был разваливающийся паркет, где просто пальцы застревали. На него стелился арголит, а на арголит еще прижимались гири. Мы делили этот зал с качками. И бывало, что иногда что-нибудь крутишь, и как ногой просто дашь по этой гире, потом еле домой доползаешь. Мы проводили там весь день в этом зале. По скромным подсчетам, тренировка шла около 6 часов. Могли и на ночь остаться. В этом зале мы поставили все свои спектакли, все свои шоу, придумали все свои фишки. Справляли там Новый год, дни рождения, просто там ночами висели. Все это было бы невозможно без администратора «Ровесника» Людмилы Ивановны, женщины, на глазах которой формировалась и росла команда Топ-9. Она верила в бибоев, всегда нам помогала и хранила брейкинг в этом клубе. Несмотря на небольшую площадь, зал собирал бибоев со всех районов Санкт-Петербурга и области. Southwest джемы стали традиционными, и мы всегда принимали в них участие. На одном из таких джемов в 2006 году я встретил свою любовь, девушку, с которой впоследствии мы создали семью. Димас, мы едем на Battle of the Year в Германию. Пожелай нам удачи. Удачи. Спасибо. Верь в российских бибоев. Мы должны бороться за Россию. Вперед! Мы снова поехали на Battle of the Year в 2003 году. Нужно было подготовить новое шоу. Мне казалось всегда, что от команды ждут что-то нового. Показывать просто такое бибойское шоу не очень хотелось. И тогда мне пришла в голову идея сделать шоу в джазовой стилистике. Мы делали бибоинг, но с имитацией каких-то джазовых вещей. Я очень заморнулся с музлом. Брались оригинальные джазовые композиции, которые я сэмплировал, подкладывал биты. И была задача стилизовать это все. То есть как костюмы, раз. Движимость. Вот с этим война была холодная, прям с ребятами. У бибоев же зачастую как шаг влево, шаг вправо. Все, расстрел, ты уже не бибой. Тебе нужно показать, да, какие-то джазовые какие-то штучки. Антон очень не хотел. Че я как дурак буду? Антон, это джаз! Нам нужно, чтобы ты так это сделал. В том году мы никуда не прошли, но джазовое шоу послужило толчком к созданию нашего первого спектакля, который мы назвали «Акценты». Top 9! Yeah, yeah, yeah!
возможности тогда бибоинга, да, это чемпионаты, батлы. Для меня этого мало, батлами сыт не будешь. В создании же театральной постановки я видел возможность, занимаясь творчеством, обеспечить топ-9 стабильным заработком. В истории российского брейкинга это был первый полноценный брейк-спектакль. Мы делали акцент на развитии человечества от первобытности до современности. Спектакль сам по себе был номерной. Каждый номер представлял собой новую историческую эпоху с определенной музыкой и соответствующими движениями. И вот у нас начинался там номер трайбл. Мы как первобытные люди, там по пояс голые. На тот момент у меня уже были дреды, поэтому я чувствовал себя круто в этом номере, как будто бы я такой первобытный дикарь. Мы смогли понять, что наш танец настолько многогранен, что можно брать любую музыку и показывать какую-то интересную историю. Благодаря этому спектаклю сформировался стиль топ-9. Это командная работа, это ответственность за партию танцевальную, плюс это огромнейший арсенал движений и фишек командных, которые у нас появились за этот период. Этот спектакль отличался своей динамикой, как брейкерское шоу, только растянутое на час. Ты улетаешь со сцены, переодеваясь полотенцем, себя просто вытираешь, все костюмы насквозь мокрые. Бикей такой темп мощный нам задал. И ну, это тоже по-своему круто было. Работа в театре прокачивает бибоя. Ты теперь можешь гораздо лучше себя преподносить публике, судьям, сопернику. Ты открыто выходишь, ты не боишься смотреть в глаза. Вот чему учит сцена. За все время, что мы с этим спектаклем выступали, мы откатались с ним по всей России. Постепенно мы стали путешествовать, стали выступать за границей с этим спектаклем. Также с этим спектаклем мы были номинированы на театральную премию «Золотая маска». Нас определили как не танцевальный жанр в то время, а какой-то экспериментальный. На то время театралы не решались назвать это танцем, назвать это культурой. Ну, ладно. Майя Плесецкая пришла к нам в гримерку, стала угощать соком, говорила: ребят, какие вы молодцы, это было супер круто. И для нас это была лучшая, так сказать, награда. Ну что, полетели? По характеру я танцор-одиночка больше, чем командный. Я не любил, чтобы мной указывали. Пришел там, это, отрабатывали. Почему я не участвовал в спектаклях? Может быть, из-за этого. Пацаны-то репетируют, да? Я думаю, а что мне сидеть-то? Надо что-то делать, надо дальше двигаться. На тот момент, кстати, у меня появилась первая вертушка. На тот момент заинтересовался диджеингом. Начал по магазам ходить, пластинки на Юнона покупал на скупке. Причем собирал винил плотно. И начал играть с винила в клубах, на джемах. Люди подтягивались, да, бибоя, там, бигерл, вообще просто зрители вообще. Все это наблюдали, всю эту картину, что не сиди там, ставлю. Достаю пластинку, ставлю, там, наушник, там чуть-чуть. Вот наш диджей Смирнов тоже приходил, смотрел, такой, ничего себе. До этого было, конечно, все немножко по-другому. Больше электро было, более сухая музыка, просто биты. Могли просто под продиджи плясать. А я играл исключительно фанк-музыку. 70-х годов, Джеймс Браун, это классика, как бы, и все остальное. Людям это нравилось, потому что это живая музыка, она веселая, позитивная вообще. Если даже настроения нет, ты услышал голос Джеймс Брауна, там, да, ничего себе, feel good, сразу ноги идут в пляс. Помимо этого, с пацанами мы начали продвигать команду вот Funk Fanatics, которая на данный момент существует и двигается. Заварил кашу. За всю историю топ-9 был лишь один способ покинуть команду. Это завязать с брейкингом. Бешеный, Алекс Эй и Скотч.
выросли из бибоинга. Мы стали нуждаться в новых силах. Мы понимаем, что у нас ушел из номеров Power Move, то есть нам нужен мувщик, который все хавает, быстро выучит материал, артистичный. Мы знаем, что есть такой персонаж, как Дима Ли, вот, сам из Харькова. Power Move – это силовое движение, имеющее вращательный момент. Первые мои 6 лет я тренировал только Power Move. И мне просто нравилась сложность, динамика. Я влюбился в Power Move, и я просто тренировал его с утра до ночи. Я делал сложные вещи, которые мало кто мог сделать в СНГ. Я делал там связи мощные, с которых толпы взрывались. Я думаю, поэтому меня и пригласили в команду Top9. Для меня это была большая честь, что меня пригласили в такую крутую команду. На тот момент Top9 самая крутая команда была в СНГ. Сейчас я тоже считаю, что она самая крутая. Мне было 19 лет, это был 2005 год. Я отчислился по собственному желанию с института. Мои родители переживали и говорили: ты что, с ума сошел? Я принимал сам решение, и я сказал, что я не хочу учиться, я хочу поехать в Санкт-Петербург. Для меня брейкинг был всем. Поддержим Диму за то, что он перешел в топ-9. Это на самом деле, я думаю, правильный шаг. Ли моментально влился в рабочий процесс. Он быстро учил синхроны, слушал, а его стиль рос на глазах. Состав почти был готов, но чего-то, вернее кого-то, не хватало. Мы искали бибоя, который был готов оставить все и полностью посвятить себе топ-9. Такой бибой был, и он знал, что мы ищем. Робин. Он сам приехал в Питер и стал с нами тусоваться, тренироваться. Лучший способ проявить себя в кругах – это колл-аут батл по 3-5 выходов. Вышел, вызвал, убрал и пошел в другой круг делать то же самое. Если кто-то кому-то не нравится, выясняем отношения на танцполе посредством вашего танцевального мастерства. Это же старая школа. На тот момент я уже определился, что танцы – это то, чем я хочу заниматься, и поставил для себя цель сделать из этого свою профессию. Зная о том, что топ-9 нужен 9-й человек, я просто-напросто приехал в Питер и сказал, что я готов работать в этом коллективе, готов подтянуть свой танцевальный уровень. В общем, вот он я, берите меня. Если брать большие фестивали, то первый, на котором я поучаствовал в составе команды Top9, это был Battle of the Year 2006, причем не мировой финал, а отбор стран СНГ, где в финале мы столкнулись с командой Predators. Это был один из самых жарких баттлов, потому что накал страстей между командой Predators и Top9 никогда не имел показательный характер. Конкретно мое поведение всегда вызывало негодование и бурю негативных эмоций, что несколько раз перерастало в разборки уже после баттлов. Если говорить уже о боте 2006, это был ключевой момент к переходу в следующий этап нашего развития. К 2006 году мы уже сформировались, у нас уже был огромный арсенал движений, уже был устоявшийся состав. И шоу 2006 года можно назвать одним из максимально продуманных, проработанных и качественно выставленных номеров. Мы делали это шоу ровно 32 дня по 7-9 часов в день. Мы приезжали на Котино к 10-11 утра и уезжали оттуда в 7-8 вечера. В 2006 году я готов был разносить всех и все. Я был готов ко всему. Я уже на тот момент отказался от многого того, что делают большинство, для того, чтобы прийти к оригинальности. Была проделана огромнейшая работа. Ну, в общем, я был доволен собой. И, соответственно, в этом году я очень надеялся, что мы выиграем.
просто у меня где-то в глубине души было все. 2006 это наш год, мы забираем все. Бум. А тут фигак, и 5-е место пошел. Мы буквально вот не дотянули чуть-чуть. Battle of the Year 2006 это был последний батл, в котором участвовал вместе с нами Master BK. Он хотел каких-то крупных перформансов, серьезных проектов, театров, крупных сцен. А мы грезили батлами. Мы готовы были спать на полу, готовы были есть 1 раз в день ради того, чтобы попасть на какой-то фестиваль, сэкономив себе деньги на билеты. У Бикея была другая ситуация. Он как семьянин рассуждал. То есть как мы сейчас рассуждаем. Я в определенный период времени я понимаю, что команде больше интересна все-таки, наверное, спортивная часть культуры. Мне уже тогда 35 было. Я уже не мог валить так же, как ребята, да, валят. Я прихожу на тренировки, я не знаю, чем себя занять, я боюсь сорвать шею, у нас через 2 недели какой-то спектакль или концерт или что-то там. А это все чаще и чаще происходит. Есть такая поговорка: старый конь борозды не портит. Я не хотел просто не портить, просто не хотел быть старым конем. Если бы мы продолжали такую творческую, театральную какую-то деятельность в плане хореографа, играющего тренера, да, то есть я бы еще там отпахал нормально. И я хотел, чтобы это было работа. А у ребят силенок не хватило, мне кажется. Но это было доступно. Здесь пахать надо. Ну, наверное, и слава богу, на самом деле. То, учитывая то, что добились топ-9 как батловая команда, которая дрючит налево и направо тех и других, то это вышка. Когда Костян отошел, это немножко такой хаос появился. Фристайл полный, в общем. Мы тогда для себя решили, что у нас нет одного лидера, к которому мы прислушиваемся и идем. Каждый из нас лидер. Когда Бикей ушел, у нас как-то само собой распределились роли. Кто-то был активный в одной сфере, кто-то в другой. И тем не менее, всегда общее решение принималось вместе. Master BK ушел в 2007-м. Это как раз-таки был год, когда команда Top9 стала действительно востребована на мировой арене. Мы в 2007 году выиграли на UK очень сильные команды Rock Force, Pokemon. Это был перелом восприятия России на международной арене. И вот с этого момента нас стали прям уважать. Уже мы прям обозначили себя. Все, Top9, Россия, бойтесь нас, мы идем. Грубо говоря, было 3 основных таких мощных туз на тот момент. Это в Германии Battle of the Year, в Англии UK B-Boy Championships и в Корее R16. 3 таких самых глобальных туса. R16 — это один из самых крупнейших фестивалей в Корее. Были вбуханы огромные средства государственные на проведение этого фестиваля. На R16 и сцена с декорациями потрясающие, и судьи были одни из лучших топовых танцоров, и команды были самые сильнейшие мира. Первый день был посвящен шоу, второй день был посвящен батлам. В то время корейцы флаг вынесут, американцы флаг вынесут, а мы вынесли мафоны на сцену. 2 банды встречаются на улице, у каждой банды огромный магнитофон. Один человек из банды подходит к магнитофону своих оппонентов, выключает его, включает свой. То есть мы так включали-выключали музыку друг друга, это было все в фонограмме прописано. Какова была наша радость, когда МС объявляет первое место, и это Top9. Пошел, не по батлам, пошел. Но это тоже мировая победа. На следующий день батлы. Мы понимали, что если мы где-то дадим слабину, нас по-любому сольют, по-любому не дадут нам победу. Поэтому мы как Узи Маузер, как Калашников были заряжены, просто зарядили и понеслась просто бомбить. Правительство Южной Кореи активно поддерживало брейкинг. Брейкинг в Южной Корее был на уровне лучших лет кунг-фу в Китае. То есть, когда каждый ребенок занимается кунг-фу, даже если он им не занимается, он все равно им занимается.
Корейцы в тот период это был некий феномен. Они постоянно были в финалах во всех крупнейших мероприятиях. Это были машины. Мы не понимали, как возможно так танцевать. А вот с этими машинами нам приходилось неоднократно сталкиваться. Вот в частности на R16 в полуфинале мы все-таки смогли выиграть их. Они были более сухие, мы были более живые, мы были более на фристайле, более танцевальные. И за счет этого фристайла, за счет этой живости, за счет командной работы мы побеждали. В финале R16 мы бились с командой Gamblers. Там был уровень просто космический какой-то. Именно физическая составляющая, она была просто невероятная. Те фишки, которые они делали, это фантастика. Очень накал был мощный. Все просто готовы были как последний выход в своей жизни сделать. Для меня это было мечтой, попасть на свою родину, в Корею. И мы там участвуем на батле, и мы выходим в финал, и мы типа должны выиграть. R16, Korea Sparkling, 경기 2008, 대망의 1위는 대한민국 Gamblers Хоп, и мы проигрываем. Я очень расстроился. Не потому, что мы проиграли, а потому что для меня было важно выиграть в Корее. R16 это был первый фестиваль, где начали давать, на наш взгляд, сумасшедшие призовые деньги. Мы получили $25 тысяч, 15 за лучшее шоу и 10 за второе место. На тот момент для брейкинга в России это вообще было просто что-то невероятное, просто неосуществимое. Очень много людей собралось на этом мероприятии, все ожидают победы от Top-9 Crew. Вот эти все люди, они все пришли для того, чтобы посмотреть на нашу победу. Всем мир, это все наши чуваки. Когда мы приехали в Англию, мы совершенно увидели другой подход. Очень грамотно замиксовано все вместе. Андеграунд, хип-хоп и в то же время большая туса на сцене. UK — это наша стихия, фристайл, то есть все вокруг развлекаются. Это тоже Брикстон Академия. Все мировые звезды пели вот конкретно там. То есть ты заходишь, ты смотришь, кто здесь выступал, думаешь, блин, круто, а сейчас я здесь с брейком стою. UK B-Boy Championship — это было такое узконаправленное батловое мероприятие, куда ехали самые мощные команды именно биться, прохождение по сетке. Ты бьешься в первом кругу, победитель проходит во второй круг и так далее до финала. В финале мы встретились с командой TIP из Южной Кореи, с которыми мы бились за год до этого, также в финале, и мы им проиграли в 2007, а в 2008 мы их просто переехали. Сейчас, например, я встречаю людей за границей, они говорят: о, мы на вас смотрели в те времена, всегда был выбор, топ-9 или корейцы. Неотесанный хип-хоп стиль против четких, таких спортивных, качественных корейцев. И мы всегда болели за вас, за топ-9, за хип-хоп, потому что мы выглядели как просто парни такие с улицы. Корейцы не всегда выглядели так. Они были слишком пятерочники. Мы на UK выиграли много всего. Выиграл Коста в соло-батлах 1 на 1. Выиграл Тони Рок. И командные батлы мы выиграли. Шум среди нашей всей культуры был очень большой. И, естественно, на батлс и нас уже все ждали. From St. Petersburg, Russia. Just one love for Top-9. Шоу для Battle of the Year 2008 — это была кульминация всего того, что мы накопили с 2001 года. Мы вспомнили, что мы можем взять такое из нашего арсенала, чтобы могло взорвать. У нас были полноценные бумбоксы, тематичные, такие надувные, блестящие, большие, были великаны сделаны, были 2 банды. Музыкальный ряд был очень классный, джаз-биган потрясающий. К этому моменту музыка начала меняться. Что-то электронное стало появляться в музыке, в шоу команд других стран.
А мы делали упор все-таки на классический фанк, на battle breaks, на тот музон, под который мы привыкли танцевать и биться. Мы пришли к финальному баттлу. Команда TIP, они выиграли уже Battle of the Year в 2007 и в 2008 приехали отстаивать свое лидерство. Всегда брейкинг — это чисто субъективное решение. Нету никаких баллов, никаких критериев, никаких четких оценок, потому что не должны здесь быть элементы отработаны только так и все. Это чисто субъективное мнение судей. Судьи — это судьи, но всегда между теми, кто батлит, у них есть понимание, кто же на самом деле выиграл, а кто проиграл. И вот у меня на тот момент не было ощущения, что мы прям вот выиграли. Провели батлы, потом оглашают результат. Best show, Battle of the Year 2008 goes to Top 9 of the first place. Top 9. Первое место по шоу топ-9. Первое место в командных по батлам топ-9. Это победа, которая вписывает имя команды в историю. Название команды появилось на самом кубке Battle of the Year. Я понимаю, что моя мечта осуществилась. И я просто не мог поверить в это. Наша победа на Battle of the Year дала огромный толчок к развитию брейкинга на всей территории СНГ. Все были удивлены, очень рады, и всем сразу же захотелось тренироваться, идти в зал. Все поняли, что мы можем побеждать, мы можем выигрывать. What's up? Don't sleep. Till next time. Come to Russia and we will show you our style. Come on. Yeah. For the Battle of the Year. Yeah. Тогда, в 2008 году, Топ-9 сделали то, что до сих пор никто не смог сделать. Мы выиграли 2 чемпионата мира за 1 неделю. Да, среди брейк-сообщества это было очень громкое событие, но не более того. На самом деле победа на боте 2008 не была чем-то фундаментальным. Прям бам, у тебя медали, ты ее тащишь домой, тебе тяжело так от этой славы. Да мы выиграли на 9 2000 евро. Это просто смешно. Мы всегда думали так, что когда мы выиграем Battle of the Year, у нас появятся какие-то спонсоры, появятся какие-то возможности, но, к сожалению, этого не произошло. Мы выиграли этот бот, и совершенно ничего не изменилось. Максимум, что нас просто показали новостной выпуск на НТВ. Мы просто попали не в то время, мне кажется, чуть-чуть. Я помню, говорил тогда своей девушке: вот, подожди, сейчас мы выиграем UK, выиграем в боте. А если еще выиграть 1 на 1, то все, всю жизнь у нас сложится, на все денег будет хватать, все будет отлично. Я все это выиграл, было внутреннее удовлетворение, но не было такой вот большой финансовой составляющей этого. То есть этим надо уметь пользоваться, себя надо уметь все равно продавать, качественно это использовать, как-то преподносить. Вот, а мы просто стали дальше тренироваться и ждать других баттлов. Что мы получили с Battle of the Year? Респект и много поездок других. За свою историю команда Топ-9 приняла участие практически на всех крупнейших чемпионатах и фестивалях мирового масштаба. А если брать чисто чемпионаты, где мы заняли первое место, это, наверное, более 100, может быть. Это я говорю только про первые места, потому что очень много было вторых мест. Мы не все выигрывали, естественно. Чем Топ-9 всегда отличались, это крутой командной работой. Благодаря нашим шоу, благодаря нашим театральным проектам, рутины, задумки, смены, синхроны. Все это вместе давало большой багаж для того, чтобы показывать это на сцене, на баттловой. Бывало даже такое, что если взять каждого участника в отдельности, нас и наших соперников, то индивидуально мы проигрывали. Но именно благодаря вот этой командности мы и выигрывали. Мы всегда были как команда, как в танцах, так и в жизни. Все дни рождения, все какие-то праздники, все тусовки, мы всегда были вместе.
Очень классно всегда было ездить куда-то в поездки, потому что это всегда смех, это всегда приколы. Очень много людей только считают наши победы и думают, что это все просто с неба нам упало. Они даже не задумывались о том, какого труда стоит оставаться на вершине, когда ты проводишь больше времени в самолете, в автобусе и в поезде, чем даже дома у себя на кровати. Помимо того, что ты едешь сам за границу, ты привозишь за границу наш отечественный брейк. Мы ездили за границу не только ради себя. Когда мы начали выигрывать серьезные чемпионаты, то и другие танцоры из России поверили в себя. И на Западе стали воспринимать Россию как одну из лидирующих в данном направлении. В мире брейкинга топ-9 знают все. Но широким массам, даже в России, это имя известно мало. Ты выйдешь на улицу, спросишь кого-нибудь, вы знаете что-нибудь про Battle of the Year, там, про топ-9? Ну, кто просто на улице что-то сможет об этом сказать? Каким бы ни было таким крупным соревнованием, все равно хип-хоп и бибоинг, он всегда останется андеграундом. Андеграундная культура — это та культура, которую можно понять только изнутри. И для человека, живущего внутри этой культуры, кажется, что все вокруг тебя хип-хоп. Меня иногда спрашивают, насколько сейчас популярен брейкинг в мире. Я не могу сказать, потому что для меня только он и есть вокруг. Меня пригласили поучаствовать в постановке молодого хореографа Алисы Панченко. Спектакль называется «1990+.» Он соединяет в себе разные танцевальные стили, и это то, что делает его интересным. Я вообще в творчестве люблю пробовать все новое. Ты можешь танцевать и брейк, ты можешь танцевать и хип-хоп, и хаус, попробовать себя в контемпорари. Почему нет? Я не боюсь, мне интересно, для меня это вызов. Эту новую постановку мы делаем для фестиваля современного танца Open Look. А в 2009 году именно с этого фестиваля началась история самого большого театрального проекта топ-9 спектакля «Давай-давай». Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня с вами команда ТОП-9, и скоро вы увидите их легендарное новое театральное шоу «Давай-давай». Мы начали делать свой спектакль. Он назывался «В ожидании лета». Идея была в том, что писатель пишет рассказ, его трудности, его какие-то переживания. Я играл писателя, я там печатаю на машинке. Мы показали этот спектакль на Open Look. В это же время в рамках этого фестиваля свой спектакль показывал Брагим Бушлагем. Брагим Бушлагем – французский бибой и верховик, танцор, который стал один из первых в мире и в Европе, в частности, во Франции, ставить уличные танцы на театральной сцене. Он в восторге от нас, мы в восторге от него. Давайте сделаем спектакль, давайте сделаем. Через некоторое время Брагим приезжает к нам в Питер, и мы начинаем делать спектакль «Давай-давай», который был воплощением его видения о России. Меня чуть-чуть взбесило название это. Мне казалось, что это как какая-то клюква, там русские, медведи, водка и фраза «давай-давай». А спустя годы сейчас я понимаю, что это достаточно прикольное название. Посыл такой, что хоть в Питере достаточно такая тусклая жизнь и краски, люди живут и продолжают жить, и не сдаются, и вот типа «давай-давай». Брагим жил здесь специально несколько недель, ходил по городу, вдохновлялся атмосферой, и на фоне вот этой атмосферы он придумывал номера. На нас он смотрел как на материал. Понятно, что он был режиссер, он был главный креатор, но мы вместе все решали. Как мы хотим сделать спектакль? Это наш общий спектакль. Брагим Бушлагем захотел раскрыть историю каждого танцора, которая для него наиболее яркая в жизни, что его больше всего как-то беспокоит. То есть он начал вот как психолог так вытаскивать из каждого. У меня была история о моем отце. Отец у меня пил, и в конечном итоге он оставил тело из-за этого. Его пожирала эта бутылка, как духи постоянно его прям затягивали. Ну, то есть другой совершенно человек, как он только напивался, становился и менялся.
Для меня это самая последняя, самая высшая точка. Вот дальше я не знаю, что еще может быть типа круче, чем театр. Ты переносишь людей в другой мир на какой-то короткий промежуток времени. В России мы не показывали практически «Давай-давай». У нас было несколько туров. Мы были в Германии, в Италии, во Франции. Мы были в Новой Каледонии. В общем, раз 50, может, мы показали «Давай-давай», если не 100. Многие говорили, все, топ-9 попса. Топ-9 попса. Да нет, какая попса? Мы такой же андеграунд, просто мы двигаем культуру дальше. Есть театр, да, есть спорт, вот сейчас Олимпийские игры. И это благодаря чему? Благодаря тому, что есть локомотивы у многих паровозов, которые ведут этот состав к какой-то цели. А цель — это сделать нашу культуру хорошей. Команда топ-9 на протяжении 10 лет, с 2006 по 2016, не меняла свой состав, потому что это не бойс-бенд, это не группа профессиональная, у которой есть продюсер и менеджер, который может управлять. Мы вообще никогда не думали о том, что нам нужно обновлять состав, потому что считали, что это должно произойти натурально, типа просто должен появиться чувак рядом, которого мы возьмем. Но таких личностей не появлялось. Клуб «Бамп» всегда был популярным местом, где тренируются все бибои. Я начал ходить в «Бамп», и там уже познакомился с Вальтом, который вел там тренировки по брейкингу. И постепенно я познакомился со всеми участниками топ-9. Понял, что хочу в топ-9, когда съездил с ними в Голландию на фестиваль Notorious IBE в 2013 году. Я тогда участвовал в Kids Battle, мне было 14 лет, вот, и выиграл. А парни участвовали в командных батлах. Я тогда стоял в сторонке и просто поддерживал, болел, но мне хотелось выйти и за них станцевать. После поездки на IBE уже начали мы коннектиться. Я хотел быть в топ-9 и всегда звонил, писал им, тренировался с Вальтом, с Косту, с Тони, с Резким. На самом деле все парни крутые, они как супергерои Марвел. Все разные, у каждого свои сверхспособности. Каждый чему-то учил. Не говорю сейчас о движениях. Движения, я вам так скажу, это ерунда. Движение ты когда хочешь научишься, а что такое брейкинг, ты можешь и не понять спустя 20 лет. Вроде получилось. И позиционировался я как бы как ученик топ-9 уже. Я с ними танцевал не раз на разных джемах и соревнованиях. Я был ребенок, но по характеру такой самостоятельный, чуть наглый. И мог сам написать там: Костян, там, давай пойдем загасим, там, знаешь. Я прям мечтал попасть в эту команду. Ходил там дома и бредил, там, в топ-9 хочу, там. Я чувствовал, что это мои люди. На то время мне все говорили, что в топ-9 попасть вообще нереально, потому что это топ-9, и их может быть только 9. В последний момент как-то я уже даже отчаялся и забил просто. Не берут и не берут, ладно, пофиг. Главное, что я с парнями, которые мне близки, общаюсь, неважно даже, да, топ-9, не топ-9, как бы они мне как люди в первую очередь нравятся. В какой-то момент настало время взять его, потому что он и так всегда около нас трется. Пускай он будет в команде. Понятно, присутствовала такая мысль, что он достаточно сильный становился к этому моменту. Но не это нами руководило. И еще до того, как мы официально сказали, все, Норд Даймонд, ты в команде, он уже был в команде. Он естественным образом стал частью семьи. У нас 15 лет anniversary, в чате топ-9 обсуждаем о том, чтобы принять Даймонда в команду. Не все были за, не все. Решили это сделать нетривиально, не просто сказать, что все, ты в команде, а устроить ему настоящее испытание в лучших традициях банды.
Пришли мы на джем и танцевали в кругах. В один момент Паша Бешеный, так сказать, первое поколение топ-9, вылетает такой, типа, болта кинул, короче, и, типа, забивает мне батл. Я такой, что, прикалываетесь? Ну, типа, Бешеный, он же не тренируется. И потом все чуваки подтягиваются. И тут такой, я понимаю, что, походу, да, сейчас тут какая-то движуха намечается. Он с каждым провел раунд по-настоящему, в полную силу, тем самым доказав, что он действительно готов быть членом команды. С этого момента вот он официально стал членом топ-9. Я даю им молодость, и энергию, и запал, и огонь. Я про себя могу сказать, что человек я с целями на жизнь, да, и у меня большие планы, и большие цели. Я иду к ним, и все чемпионаты, которые будут, и не только чемпионаты, и много всяких проектов, и все, что я хочу сделать, оно будет. И во время этого пути я также ношу имя топ-9. Начиная с 10-х годов, баттлов командных становится все меньше и меньше. Командные баттлы утрачивают свою актуальность. Постепенно команды стали сходить на нет, и на первый план стали выдвигаться отдельные личности. Сейчас современные танцоры, многие вообще даже не знают, что такое команда. Все эти годы постоянно я старался как мог подтягивать участников команды топ-9, какие-то проекты, баттлы. Старался делать, что мог для того, чтобы команда находилась в пределе. Но жизнь вносит коррективы. Я выбрал двигаться дальше и уехал в Москву. В 2015 году меня пригласили в цирк Дю Солей. Это одна из, наверное, самых больших компаний в цирковом мире. Шоу, в котором я выступал, в цирк Дю Солей, Ля Нуба шоу, находилось в городе Орландо, и оно было на территории Disney World. Ля Нуба — это такое наиболее классическое цирковое шоу цирк Дю Солей, одно из самых первых. И это было единственное шоу, в котором был бибойский акт. Нас было там 3 бибоя, это было очень круто. Это очень хорошо оплачиваемая работа. Я зарабатывал чистыми $6000. Но при этом приходилось очень неплохо напрягаться. Можно даже сказать, в ущерб своему здоровью. Мы делали 10 шоу в неделю. Это была на самом деле первая работа в моей жизни, когда у меня появился график. И я начал понимать, как люди работают на обычных работах, и как это тяжело для них, и как это давит морально. Я считаю, что, в принципе, социум неправильно создан. Люди не должны работать, у них не должно быть 8-часового графика, 5 дней в неделю. Ты просто тупо не успеваешь жить. После окончания моего контракта я еще год находился в Орландо. Потом я переехал в Майами, и в Майами начался вообще полный хасл. Я работал в клубе, в стрип-клубе. Тоже с кучей бибоев там я новых познакомился, именно майамской тусой. Тренироваться мы начали там хорошо так. Сидел я тут как-то в американской тюрьме. Ну, там недолго сидел, 1 день всего. Ну, и когда выпускали всех, нужно было сдать одежду. Ну, а я не сдал штаны и забрал себе на память. Для меня это как символ свободы. Все сводится на самом деле к свободе и к тому, кто тебя окружает. С какими людьми ты общаешься и что в этой жизни ты сделал. А все остальное это так, побочный эффект. Америка там, она многим нравится, но я никогда не считал, что Америка — это какая-то классная страна. У меня как раз виза американская закончилась, я уже на самом деле там долгое время был не по визе, и решил не возвращаться в Америку, остаться в Украине. Харьков — это столица хип-хопа Украины. Мне в Украине комфортно, мне комфортно у себя дома. Мне нравится, что люди тянутся за знаниями, которые я могу передать. Я открыл школу танцев, учу подрастающее поколение. Мне приятно смотреть, как они развиваются. Мне приятно видеть, как их родители радуются за них. Сейчас
в связи с коронавирусом и всякими не очень хорошими политическими отношениями России и Украины мне очень тяжело, практически невозможно поехать в Россию. Я вот жду какого-нибудь момента, когда мы будем приглашены на какой-нибудь баттл, поедем все вместе, пообщаемся. 20 лет назад команда Топ-9 родилась на юго-западе Петербурга. Я и сейчас живу на юго-западе. И по-прежнему тренируюсь в зале на улице Котина. Постепенно зал заполнили плакаты, фотографии, наши кубки. Зал стал своего рода музеем Топ-9, а я стал кем-то вроде его хранителя. Я стараюсь сделать все, чтобы это место оставалось центром притяжения для бибоев, чтобы здесь жили имя Топ-9 и наши традиции. Для меня огромное удовольствие передавать свои знания и опыт новому поколению, видеть, как дети развиваются, видеть их радость, когда у них что-то получается. Но время не стоит на месте, все меняется. На очередном джеме мы попрощались с Людмилой Ивановной. А в этом году в зале начался ремонт, который полностью изменил его облик. Честно, город мне этот никогда не нравился и навряд ли когда-то понравится. Первый раз я побывал в Москве в 2000 году. И вот тогда уже я познакомился с волчьим нравом этого города, где каждый сам за себя и никто никому ничего не должен. Любой баттл с моим участием — это все вместе. И смех, и грех, и комедия, и ужас. Многие баттлы со своим участием просто стыдно смотреть. Многие действительно весело. Вообще эта культура появилась для выражения своей индивидуальности и оригинальности. Именно в этом и прикол, и фишка, и весь кайф этой культуры. То, что ты можешь быть самим собой. Мой из команды Хавикора описал мой стиль словом «атака». Почему я веду себя агрессивно? Потому что это моя рефлекторная реакция. Я вот такой вот вспыльчивый, неуравновешенный человек. Я в жизни точно так же себя веду. Я на баттл никакой маски не одеваю. Зачастую саму заварушку начинает именно противник, а я уже насыпаю порох в огонь, который превращается в пламя. Но я-то это все делаю в баттле, я это не делаю в интернете. Я после баттлов никуда не убегаю. Все, если кто-то что-то хочет, милости просим. Я ничего не делаю, кроме брейкинга. Все, чем я занимаюсь последние 22 года, это брейкинг. Это моя профессия, это мое дело. И я считаю и надеюсь, что мой самый важный и лучший баттл, он еще не состоялся. Это еще началось еще с клубных времен, это еще зашел в бар, там что делать, ну давай вот выпьем. И вот это помаленечку, потихонечку, это какая-то зависимость, да, начинала нарастать. Конечно, пацаны негативно относились к этому, потому что видели, что разрушаю себя, гублю, то есть свой талант, как бы он уходит. Типа, давай, Игорян, завязывай, хватит уже, короче, давай на тренировке, короче. Я говорю, да ладно, сегодня я там потусуюсь, короче, завтра приду.
Завтра начинало завтра. Ну и так все, день за днем. То есть завтра. Год назад. Больше года назад. Мой папа ушел в мир иной, Царство небесное. Я стал меньше вообще тренироваться. Я вообще перестал тренироваться. Ушел в запой. А потом попал на реабилитацию. Реабилитационный центр. 3 месяца пробыл там. Опять срыв, да. И опять центр. Короче, в общей сложности год центров этих. И про танцы вообще даже не вспоминал. Я вообще забыл, что я танцую брейк-дэнс вообще. Забыл, что я люблю музыку фанк, что я вообще чемпион. Общество отвернулось от меня все. Кроме мамы. Кроме мамы и вот команды. Мысль уже такая, надо же все-таки брать себя в руки. Я же бибой, то есть я же чемпион. То есть еще пока не все потеряно. Можно как бы на дно упасть на полное, и все как бы с концами. То есть ты начал устанавливаться, почистился, и сейчас как-то привожу себя в форму. Главное оставаться трезвым. И тогда все возвратится, все на свои места. Танцы, музыка. Мое любимое самое дело, чем я живу. Если с 2010 по 2020 год это уже было время ухода от командной эры, то сейчас это время вообще конкретно супергероя. В сцене нужны такие супермены, супергерои, которые один может выйти и сделать такое шоу, которое взорвет всю толпу. Сегодня самый известный мировой чемпионат по брейкингу 1 на 1 – это Red Bull BC One. В 2005 году я стал первым, кто представлял Россию на этих соревнованиях. В 2005 году Red Bull BC One еще не было таким большим событием. В основном все баттлы в то время были командными, может быть 2 на 2. Но 1 на 1 был только UK B-Boy Championships, и вот появился BC One, и тогда еще мало кто о нем знал. На Red Bull BC One в 2005 году я встретился в баттле с Джуниором. Джуниор там просто взрывал толпу, это суперсилач, его вообще очень сложно вынести. С тех пор я всегда пытаюсь принять участие во всех отборочных на Red Bull. Каждый год я хочу выиграть, и я считаю, что бибой, если он продолжает тренироваться, поддерживать свою форму и расти, то чем старше он становится, тем он становится сильнее, а не наоборот, как многие думают. Я начал заниматься брейкингом, потому что хотел участвовать в соревнованиях. Я продолжаю этим заниматься по этой же причине и буду продолжать. Соревнования – это то, что подкрепляет и закаляет бибоя. Это то, чем топ-9 на самом деле жили все эти годы. 5, 4, 3... Пока к тебе подходят люди и говорят, блин, круто, вот это стайл, вот это ты молодец. Все, мне больше ничего не надо. Они видят не меня, не мое эго, они видят мою школу. То есть, показывая свой стайл, я показываю стайл всей своей команды и всего своего города. Поэтому это мой долг. Моя танцевальная философия заключается в том, что моя цель является моим путем, а мой путь – это цель. То есть у меня нет конечной цели, которой бы я мог достичь и остановиться. Я делаю брейк ради того, чтобы делать брейк. Мне интересно посмотреть, как долго я смогу это делать. На сцене есть тишина. На сцене есть тишина, покой, уют. Никто тебя никуда не подгоняет, никто не орет, что эту фишку ты снял. Вот эта вот сценическая тишина, вот я от нее лично вообще, я кайфую, когда нахожусь на сцене.
Исполнение: Юлиана Анфимова, Макс Ключнев, Таисия Гладшева, Николай Горбунов и Дима Резкий топ-9 закат. Баттл, да, баттл, ты бьешь. Редко бывает, когда команда проявляет уважение, что печально. Соревновательный момент, он иногда людей доводит до безумия. А на сцене, вот и на театральной сцене, она такое сразу же на корню срубает, потому что ты приходишь в театр, ты приходишь не кого-то там наказать, да, выиграть что-то там, побороть кого-то. Твоя энергия, она течет очень легко, естественно, и ты делишься своим творчеством. Мы не такие молодые уже становимся. Какие-то фишки я уже сейчас точно не сделаю. Но и это уже не надо. Сейчас уже танец другой. Он более мудрый, более интеллектуальный, более осознанный. Если раньше была цель выиграть боти, выиграть суперчемпионаты, то сейчас цель, например, создать свой театр, свою труппу, свой какой-то проект, в котором я буду руководить, так же, как Бикей в свое время, так же, как и Брамс, да, быть режиссером, постановщиком, хореографом. Сейчас в моей жизни достаточно большое место занимает фестиваль V1 Battle. Мне очень повезло, что я повстречался с Игорем, моим единомышленником по фестивалю. Несмотря на то, что он старше меня, мы нашли общий язык. Ему понравился сначала брейкинг, а потом и вся хип-хоп-культура. Мы объединили мои знания и идеи с его возможностями и нестандартным подходом. Так, с 2013 года мы стали делать V1 Battle. Это другая сторона моей жизни, которая научила меня больше дисциплинированности и собранности. V1 – это локальная туса, которая приглашает гостей мирового значения. Во-первых, это уникальное место в самом центре Санкт-Петербурга. И, во-вторых, уникальность этого фестиваля именно в том, что мы привозим пионеров и крутых личностей совершенно разных направлений – музыкальных, танцевальных, рисовальных. Все это происходит в таком колизее-кругу, достаточно маленьком, и специально не расширяется, чтобы не потерять вот это вот ощущение такой настоящей тусы, где ты близко находишься к людям. На этот фестиваль мы привезли много пионеров разных направлений хип-хопа, и не только. Это были люди, которые в первую очередь вдохновляли меня. Прежде всего, конечно же, легендарные бибои, такие как Кен Свифт, Crazy Legs, Маурицио и Storm. Так как помимо брейкинга я интересовался битмейкингом, барабанами и диджеингом, то мне захотелось устроить батл по этим направлениям на фестивале. Например, мы сделали батл двух легендарных барабанщиков – Бернард Пюрди против Тони Аллена. Конечно же, ни один фестиваль не обходится без команды Топ-9. Комар – наш постоянный ведущий и голос туса. Остальные парни диджеят, судят, либо участвуют. Мы всегда понимали, что мы еще не достигли того уровня мастерства в брейкинге, чтобы взять и расслабиться. По крайней мере, я до сих пор чувствую, что я не достиг того уровня танца, которого бы я хотел достигнуть. Брейкинг – это как кунг-фу, любое движение можно отрабатывать всю жизнь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Большой пласт в моей жизни сейчас занимает преподавание, воспитание нового поколения, передача опыта, своего видения. И я бы не сказал, что я воспитал каких-то олимпийских чемпионов или сверхмощных чуваков, прямо вот от нуля, но есть чем похвастаться. Сейчас подрастающее поколение, вот бибой Гвоздь, достаточно перспективный молодой парень, 11 лет, ему 12 в этом году будет, он уже 2 раза стал чемпионом Санкт-Петербурга, то есть он уже встал на эту дорожку побед и не свернет. Я демонстрирую свой вкус и стараюсь его привить.
Мне всегда больше нравился классический, эстетичный, красивый брейкинг. Может, кто-то скажет, что это уже не современно, но мне кажется, классика – это как классическая музыка, классическая одежда. Также и классический брейкинг. Брейкинг такая штука, вот, например, какой-нибудь тренер по футболу, ну или, скажем, по гимнастике, он сам не должен прыгать или бегать с мячом. Он рассказывает и говорит: делай упражнения. В брейкинге, к сожалению, так не получается. Ты должен показывать, и ты должен вдохновлять. Поэтому хороший наставник должен сам танцевать и сам показывать свои навыки. Брейкинг – это физическая деятельность, и наступает момент, когда ты физически уже не можешь это делать. Ты смотришь на батл и думаешь: я бы сейчас ворвался в это, ты понимаешь, ну куда ты будешь там с 20-летним тягаться по выносливости, ты с ним просто не сравнишься. Ты понимаешь, что твое тело, оно не вечно. Ты все-таки в какой-то момент должен будешь чем-то другим заняться. А чем ты умеешь заниматься, если ты всю жизнь протанцевал? Если ты ежедневно с утра до вечера пропадаешь в зале, ты просто ничего другого не умеешь. И тогда ты просто никому не нужен. Такие мысли приходят периодически, потому что появилась семья, появились дети. Брейкинг – это то, что тебе нравится. Ты не хочешь отстраниться от этой культуры. Ты всегда ищешь, чем бы заняться внутри. И поэтому ты ищешь себя как диджей, допустим. Я прошу дать немного почести и благодарности нашему диджею. Это диджей Вольт, топ-9, Санкт-Петербург. Спортивно-олимпийское движение в брейкинге началось с того, что Олимпийские игры стали мало смотреть. Тогда Международный олимпийский комитет решил, что надо что-то делать. Делать из чего-то новый вид спорта. И брейкинг стал олимпийской дисциплиной. Когда все начало создаваться здесь, в России, приехал представитель от Федерации танцевального спорта и сказал, что нам порекомендовали связаться с Топ-9, потому что нам нужен один представитель из Санкт-Петербурга во Всероссийский комитет, состоящий из людей, которые внесли вклад в развитие брейкинга, которые будут что-то рекомендовать, советовать, помогать. Я сказал, что я могу быть этим человеком. Меня коллектив поддержал. Для меня цель как можно меньше видоизменить брейкинг, переходя от уличной культуры в спорт. Потому что если они просто перенесут свою систему на брейк, то она нам совсем не подойдет. Там, к примеру, если ты получаешь судейскую книжку, то ты уже не можешь участвовать на соревнованиях. То ты или судья, или спортсмен. Но у нас-то ты сегодня пошел посудил, завтра ты пошел поучаствовал на другой тусе. И вот таких нюансов очень много. Те, кто развивал брейкинг во втором, в третьем поколении бибоев, они все равно хотели прийти к тому, чтобы это куда-то выросло. И вот оно. Вот она эволюция, вот мы пришли к тому, что это выросло до Олимпийских игр. Мы в свое время долго представляли Россию на мировой арене, теперь есть другое поколение. Добро пожаловать, давайте, вот вам большая сцена, двигайтесь, а мы уже будем отдыхать и делиться с вами тем опытом, который мы получили. Кто-то назовет пердунами, кто-то старичками, кто-то назовет легендами. Мы однозначно фавориты на любом чемпионате, на который бы мы не попали. Я думаю, мы в чем-то повлияли на то, что сейчас русский брейкинг входит как минимум в 5 лидеров во всем мире. На топ-9 выросли многие поколения современных танцоров, и те, которые сейчас составляют нам конкуренцию, они тоже смотрели на топ-9. Самое главное, что есть, это ощущение топ-9 как команды, ощущение как семьи. Оно осталось до сих пор. Мы вместе отмечаем праздники, мы собираемся в гостях. Каждый день у нас происходит переписка.
Мы немножко стали меньше тренить вместе, но это потому что у всех появились семьи, дети. Мы общаемся, планы строим, надеюсь, что-то серьезное еще сделаем, хочется что-то еще серьезно сделать. Мы стали задумываться о том, чтобы у нашей команды появилось новое поколение. Конечно, мы смотрим не только на танец, мы смотрим на личность. Для нас очень важно, чтобы кандидат подходил по критериям человечности, чтобы он гармонично влился в коллектив. Как знать, может быть, кто-то из молодых ребят тоже станет носить имя Топ-9 и продолжать нашу историю. Думаю, что что-то еще интересное по-любому появится. Чем Топ-9 будет в будущем, неизвестно даже самим Топ-9. Но Топ-9 никуда не пропадает. Мы продолжаем двигаться каждый в своем направлении и поддерживать друг друга. Топ-9 остается. Yeah, come on, are you ready? Top-9 crew, groove back, represent. Yeah. T-O-P-N-I-N-E, там где хип-хоп, туда приходим мы. T-O-P-N-I-N-E, от 1 до 9, бибой, диджей, MC. T-O-P-N-I-N-E, там где хип-хоп, туда приходим мы. Санкт-Петербургский стиль вас приглашает в дом, что там будет потом, а? Забудь, фристайл наш путь, все Топ-9 там не заснуть. Нужно и важно правильно вдохнуть. Одобренные свыше, не задираем подбородок выше крыши. Бибоинг, вот чем мы дышим. Эй, танцпол, братишка, как делишки? Готов? Я демонстрирую новые фишки. Во дворе в картишке, это не по мне. Я до утра кручусь на голове в гвозде. Оу-е, прокачаем мы везде. И под землей, и на земле. За основу взяв пиф-паф, уличный став. Читаю из главных счетом, все отлично. Мы парни приличные, ведем себя тактично. Не позволяем лишнего гулять, любим, но в меру эстетично. Дурман использовать стараемся практично. Обычно хип на хап ложится гармонично. Однозначно трезвые в ситуации критичны, лаконичны, порой циничны. К своим братьям не безразличны. С дамами картина аналогичная. Не забывать, стараемся от жизни личной. Также и не украсть нам кенты столичные, фабричные, изготовленные, настроенные истерично. Публично любим работать, естественно, динамично, тематично, ритмично, в амплуа различных. Нет флегматичных среди нас. Логично. А наша банда весь смах харизматична. T-O-P-N-I-N-E, там где хип-хоп, туда приходим мы. T-O-P-N-I-N-E, от 1 до 9.